Было много практических аспектов, когда я стал достаточно сильным для того, чтобы организовывать эти международные туры и ездить по разным странам и континентам. То есть это не то, что сегодня мне пришло видение, и завтра я поехал. 5 лет прошло для того, чтобы это видение стало интегральной частью моей жизни. Благодарю. Драга, скажи, пожалуйста, я тебе как маркетолог, как продюсеру буду обращаться. Какие форматы сейчас вы делаете тренингов? Мы закончили сейчас делать тренинги. Последних форматов было 2. Это был 2-дневный тренинг выходного дня, который проводился в городе. И это был тренинг на 4 часа, который проводился тоже в городе, в зале формата амфитеатр. То есть это сценическая площадка с профессиональным светом и звуком, соответственно, возможность использовать больше техническое оснащение площадки и тренинг и больше группы. Если это был 2-дневный тренинг, то это примерно расчет на примерно 200-350 человек. И если это вот однодневный 4-часовой, то мы делали первый пробный шаг в Москве, там было 600 человек. Таких форматов было 2. Но будут другие форматы. Вот, я думаю, что много изменений нас ждет. Готовы развивать? Я думаю, что уже в следующем году уже этого формата, каких-то из этих форматов может даже не будет. А вот Перу еще сказала туры. Что имеется в виду туры? Концертный тур Перукуа, который она сейчас находится, сейчас это концертный тур, это порядка 10 городов, 10 концертов. Весной был тур с семинарами, у Перукуа было, по-моему, 7 семинаров и 3 выступления на фестивалях, на крупных. В нескольких странах, соответственно, один в России, один в Швеции, один в Финляндии. Перу, скажи, пожалуйста, тебе интересно было бы проводить личный коучинг? Перукуа, would you be interested in a personal coaching? I feel like I get a lot of personal coaching from my husband. Я сама получаю очень много личного коучинга от своего мужа. And I feel that part of that coaching comes from the fact that we meditate together. Она говорит, для нас личный коучинг это наша совместная медитация. And this is really, really important key. И для нас это очень важный такой ключ. Is that we take time to go что мы уделяем время, to feel and чтобы побыть и breathe and почувствовать, и to подышать, open up the cosmos inside. раскрыть космос внутри себя. And inevitably what comes out of that is some understanding or vision or creative project, творческое начало, to birth that together. And so meditation, like often the mistake people do is they're doing. Большинство людей они что-то делают, не уделяя внимания тому, чтобы отдохнуть. And we move in cycles. So there's like now I'm on tour, you know. Сейчас я в туре. I'll have a couple of months off. Потом у меня будет then I'll go back on tour again. Потом and then I'll take maybe 4 months off. And I'll really take time to go in deep, to look freshly at my work чтобы посмотреть свежими глазами на то, что было, что работало, что мне нравилось, что мне не очень, может быть, нравилось. What I feel personal coaching is really, really valuable for is that for me, and I've had to have some of this, is my blocks. Она говорит, над чем я работаю, над своими блоками, наверное, тут я принимаю личный коучинг. To look at what conditioning что обуславливает меня как человека, what has my mother put in me that's что моя мама still в playing меня out, запихнула такое, чего по-прежнему во мне what еще did I сидит. pick up in my music education что я подцепила где-то в консерватории, что по-прежнему мешает мне жить как талантливому человеку. You know, I feel that personal coaching is very, very valuable. And at one time in my life, I did have a personal coach to exactly help with those У меня был в жизни один раз такой этап, когда у меня был коуч, с которым мы работали. Because we cannot see our own blocks. Потому что зачастую нам сложно. And as soon as you start looking, the mind suddenly gets very sleepy and thick and heavy, and it's like it's projecting its blocks as well. Когда кто-то со стороны помогает, то проще. Перу, я рад, что ты так хорошо относишься к коучам, вообще к слову коучинг. Я вижу, какой позитив несет для тебя это слово. И давайте задам сейчас следующий вопрос. У нас всего 5 вопросов. Сейчас я тебе задам 4-й вопрос. Это
задал его не я, это мой ученик, вернее, мой, скажем, подписчик моего блога, и просите ответить на такой вопрос. Это 3 главных урока в жизни, которые ты получила. 3 most important lessons in your life. When an opportunity comes and your soul just starts shaking inside and saying, do it, and your mind says, no, don't, it's dangerous, follow your shaking soul. Потому что иначе ты растрясешь свою душу. So the advice would be do it. Do it, absolutely. Соответственно, мой совет – делай. Делай. Yeah, because the magic is in the unknown. Магия в неизведанном покоится. That's where everything starts to Там, где все начинается, align properly, is when you step into the unknown. If you keep doing the same steps again and again, then you keep repeating потому что если вы будете повторять одно и то же, и результаты будут такие же. Поэтому желание выйти из неизведанного в неизвестное, даже если он говорит, что это опасно, не делайте, так делайте. Круто. То есть первое – делай, второе – иди в неизведанное. A third one, listen to your love. It's so intelligent, and I'm talking about your inner love. It's a constant guide, and when your body closes down, it means that you've closed down your love. And when it opens up, it means you're aligned with your love. So do everything you can, as much as you can, do your practice to keep your love flowing in your body, because your creations will be much more beautiful, more clear, more helpful to the world. Тогда ваше творение будет намного более полезное для вас и для мира. And that comes down to inner listening, inner practice, это рождается из внутреннего слушания, из медитации, из любви к себе. Loving yourself, you know. И третий совет – это любовь. Любовь, сердце. Благодарю, это круто, мне понравилось. Супер. Да. Вот, и последний, 5-й вопрос, это даже это не вопрос, это какие у тебя будут пожелания и рекомендации нашим коучам мира, участникам нашего движения? What would be your recommendation for the coaches? When coaching, I mean, I suppose in a way I am a coach, but I guess when coaching, it requires deep stillness. Настоящий коучинг требует покоя, движение вперед и состояние покоя. Deep receptivity. Восприятие. Because I think that when you go into coaching, you have to go in quite empty. Чтобы быть настоящим коучем, вы должны быть пусты, как сосуд. Because intelligence moves very fast. It sees very quickly what needs to be done. Разумность иногда видит очень быстро, что But it only moves quickly if there's a big vessel of stillness inside. Но она движется только быстро в том случае, есть внутри покой. And this is very, very important, I think, quality to coaching anybody. If you coaching and you already consider you know everything, если когда вы начинаете свой коучинг, вы считаете, что вы уже знаете, вы, скорее всего, что-то упускаете. Some understanding. Какой-то важный момент вы упускаете. В неизведанном рождается настоящий ответ. And stillness again comes from that, preparing yourself with meditation before you go into your coaching, and asking for that absolute clarity. Another Когда great вы спрашиваете ясность в своей медитации, она there's one very good product that I use to make the brain very clear when I'm working. Есть хороший такой продукт, it's a natural thing that the brain produces, but it can get a little bit low, and it fires your synapses, and it's called alpha GPC. That's alpha GPC. Так что вот. And makes you very, very clear. Очень ясно. Альфа GPC это состояние? Альфа GPC это таблетки. It's like a supplement. Это биологически активная добавка. Понял. Хорошо.
Благодарю тебя, Перу, за эти ответы. Я тебе сейчас вручу сертификат. Мы специально подготовили для тебя сертификат. Почетного коуча мира. Honorable member. Одну минуту. That's too funny. Вау, это английский. Прочитай. Это английский. Отлично. Thank you. Благодарю вас. Видите, там Очень написано круто. про меня что-то хорошее на английском. Я, если правильно помню, я написал, что этот сертификат дан тебе, Перукуа, за твой вклад в этот мир, за то, что ты транслируешь любовь в этот мир, и что мы испытываем по отношению к тебе благодарность за это. Спасибо. Очень приятно. Вот. И на этой торжественной ноте единственное, что мне еще пришло в голову, это, если ты не против, давай мы с тобой пропоем мантру буквально 3 раза для того, чтобы, такая была прекрасная заключительная нота. Какую мантру? Мантру? Перукуа, может быть, у тебя есть какая-то любимая мантра? Can I sing a mantra? Да. Хорошо. This is a good mantra to help focus for direction and clarity of being. Это мантра для ясности и намерений. And it's to clear all of the levels of the body,